Я приветствую всех, с вами Валентина Лыкина, и в этом видео я покажу, как связать квадрат узором ротанг. Я уже вязала очень интересным способом напольную корзину, сейчас она на ваших экранах, но очень много вопросов у меня поступило после того, как я добавила в Инстаграм сумочку. Это было, конечно же, лето, и прошло достаточно большое количество времени, и сейчас я нашла время, чтобы записать этот мастер-класс, как же я вяжу вот такой квадратик. Это нестандартный способ, поэтому оставайтесь со мной и просматривайте это видео и узнаете. Я хочу показать, эта сумочка у меня еще в наличии. И вот так она выглядит. Это цвет роуз. Хочу обратить ваше внимание, что здесь не видны отверстия в углах. Этот секретик я раскрою чуть позже. А пока еще немножечко расскажу про эту сумку. У нее вот такие боковые части. За счет того, что здесь кольцо продето вот таким образом. То есть в складку сделано. И она вот так немножечко приплюснутая становится. И у меня спрашивали, конечно же, но если это видео наберет большое количество просмотров и вызовет у вас ажиотаж, то я обязательно сниму детально, как вязать боковушку, как связывать таким способом, чтобы не обрезать ниточку. И сейчас я буду показывать, как вязать вот такой квадратик. Его размер 21 сантиметр на 21, вот так. Вязать я буду двухсторонним крючком. У меня есть подробнейшее видео на канале, как вязать узор ротанг. Ссылочку я оставлю в описании. Переходите, обучайтесь, если вы никогда ранее не вязали. Попробуйте связать сначала корзинку, а потом уже переходите к более сложным элементам, как вот, например, этот квадрат. Так, про двухсторонний крючок это 4,5. И вязать я буду, конечно же, из шнура карамель. Он плоский, этот шнур. Цвет этот бали. И характеристики 200 грамм на 75 метров. И в составе полиэфир 80% и 20% кашмелон. Кашмелон это такой, скажем, синтетический акрил. Похож на шерсть. Ну, он такой, знаете, если руки становятся мокрые, он будет скрипеть. А так, в принципе, вязать очень нравится мне из него. Итак, и также вам понадобится какая-нибудь подставочка, или можно продеть спицу и вот этот моточек вставить в корзинку, для того, чтобы у вас подача нити была не перекрученная, потому что все равно во время вязания узора ниточка будет перекручиваться. А если еще просто подача будет из мотка вот таким образом, то это лишняя трата времени для того, чтобы раскрутить эту перекрученную нить. Также остановлюсь на расходе. Повторюсь, что квадрат 21 на 21 и ушло 150 грамм шнура карамель. Ссылку на сайт производителя и промокод на скидку 5% я оставлю для вас в описании к этому ролику. Также хочу добавить, что 14 рядов провязано и 1 обвязочный. Если у вас это будет подставка, то только 150 грамм нужно шнура, то есть один моточек. Если у вас это будет сумочка или корзина, то есть считаете 150, плюс на вторую часть еще 150, это 300 грамм надо. И плюс на вот эту глубину сумочки или корзину тоже необходимо учитывать. И на этом все. Мы приступаем к вязанию. В самом начале нам необходимо оставить вспомогательную нить сантиметров 10-15. Она нам нужна для того, чтобы если у нас вот здесь в самом начале, потом при дальнейшем вязании у нас здесь образуется, если отверстие, мы с помощью вот этой ниточки его ликвидируем, затянув по всему периметру несколько раз. Поэтому отмерили ниточку и делаем теперь кольцо амигуруми. Делаю я его следующим образом. Вот так обворачиваю пальчик, перекрещиваю эти ниточки. Не делайте больших петель, зачем вам лишний расход пряжи. Ввожу крючок в это кольцо
таким вот образом захватываю ниточку, вытягиваю ее на лицевую сторону. И вот эту петлю теперь провязываю одним столбиком. Вот так. Далее я вяжу, как по правилам вяжется узор ротанг. Я ввожу в кольцо, захватываю ниточку, вытягиваю, провязываю через эту протяжку, делаю воздушную петлю, фиксирую эту протяжку. Ввожу следующую, вытягиваю, провязываю следующую протяжку. Всего мне необходимо в это кольцо провязать 8 вот таких протяжек. Провязываю. Сейчас я вторую провязала. Так, вот она у меня третья. Четвертая. Пятая. Далее у меня шестая. Если ниточка перекручивается, все поправляем. Шестая. Также фиксирую. Седьмая протяжка. И сейчас у меня остается последняя, восьмая протяжка. Вот так протянула. И теперь я должна соединить. Но перед этим я затягиваю это колечко максимально. Вот так. Чтобы не было никаких отверстий. Вот эту ниточку пока не ввязываем. Ее мы оставляем. Опускаем вниз. И в дальнейшем, если что-то у нас тут поменяется в серединке, мы ей воспользуемся. Теперь я нахожу первую петлю. Закрываю ряд. Точно так же, как и в обычном способе, как я показывала в видео обучающем, где я вяжу этот узор. Делаю подъем, одну воздушную петлю провязываю. Вот так. Здесь у меня это был первый ряд провязан, и теперь я хочу вот так вот разделить вот эти, чтобы было вам понятно. Вот так я разделила. Смотрите. И сразу показываю, где у нас углы. Неправильно разделила. Вот так. Здесь у меня будет обычная протяжка, но в конце ряда. Здесь у меня будет угол. Вот здесь. Спустя 2 протяжки вот эти. Потом вот тут и вот здесь. В эти углы я буду провязывать по 3 протяжки. Нахожу, вот она у нас первая точка. Здесь вот я соединение сделала. Вот здесь у меня первая точка. Я, как положено, ввожу крючок в основание первого ряда. Здесь я захвачу рабочую ниточку, вытяну ее. Также все расправляем. Первый ряд будет, второй ряд, вернее, будет вязать не совсем просто, но я уверена, вы справитесь, и в дальнейшем будет получаться лучше. Провязываю протяжку, фиксирую ее воздушной петлей. Далее в это же отверстие я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее, получаю вторую протяжку. Также ее фиксирую воздушной петлей. Вот так. Теперь мне остается провязать третью протяжку в это же отверстие. Захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее. Вот так. И также фиксирую эту протяжку воздушной петлей. Вот так получается. Здесь у нас будет уголок. Далее в следующую точку, вот сюда, я провязываю одиночную протяжку. Это одна из сторон квадрата будет. Фиксирую воздушной петлей. Провязала. Далее нам необходимо сформировать второй угол, делая прибавку, состоящую из 3 протяжек. Провязываю первую протяжку, фиксирую ее воздушной петлей.
Здесь все поправляем обязательно. Теперь в эту же точку я ввожу крючок и провязываю вторую протяжку. Теперь я в эту же точку ввожу крючок и захватываю уже последнюю, третью протяжку. Также ее фиксирую воздушной петлей. Вот так вот у меня получается. Теперь у меня между углами будет одна из сторон моего квадрата. То есть я провяжу между вот этими протяжками первого ряда одну протяжку узора ротанг. Также зафиксирую ее воздушной петлей. Теперь перехожу к третьему углу, вот сюда. И также провязываю 3 протяжки в одну точку. Захватываю ниточку, провязываю вот первую, фиксирую ее воздушной петлей, провязываю вторую. Все это разворачиваем, конечно же, вот так. Вторая. И теперь провязываю третью протяжку. И получила третий угол. Таким образом мы вяжем до конца ряда. То есть здесь у нас опять одна протяжка одиночная. И далее четвертый угол, состоящий из 3 протяжек. Четвертый угол сформировали, и теперь у меня остается та точка, где я закрываю ряд. И вот здесь у меня был подъем. Тут не провязана одна протяжка промежуточная между углами. Сюда я ее, конечно же, провязываю, вытягиваю эту петлю, протягиваю ниточку и теперь закрываю ряд привычным способом. Так вот захватываю здесь все, протягиваю крючок вместе с петлей и делаю подъем на следующий ряд. Вот так. Вот так вот я сформировала углы здесь. И получается, это у меня сейчас был второй ряд, третий ряд я провязываю как обычно и без прибавок. То есть я не делаю прибавки в третьем ряду. В следующую, вот здесь у меня закрывался ряд, в следующую я провязываю протяжку. И так я вяжу по кругу, вот так, без прибавок. Этот ряд я закрыла, сделала подъем на следующий. И теперь в этом ряду я буду делать опять прибавки, формируя углы. Таким образом, как вы уже поняли, первый ряд мы просто провязали. Во втором ряду я формировала углы, делая прибавки. Третий ряд я просто провязала опять. В четвертом я делаю опять прибавки на углах. Таким образом я их формирую. То есть мы вяжем прибавки через один ряд. То есть один ряд мы формируем углы, второй ряд мы вяжем просто по рисунку без прибавок. Потом опять повторяем прибавки, делая углы, формируя углы. И опять вот так вот чередуем. Нахожу, вот она точка, где я сделала угол вот этот. И нахожу, вот он центральный. То есть вот он боковой, и вот он еще боковой. А вот этот центральный. Здесь я завершила вязание. И вот сюда я ввожу крючок. Захватываю ниточку, вытягиваю ее. И здесь провязываю, фиксирую протяжку. Первая протяжка. Вот она у меня вторая протяжка. Также фиксирую ее воздушной петлей. И вот она у меня третья протяжка. Также ее фиксирую воздушной петлей. Ну и также не надо забывать про очень немаловажный факт, что у нас между углами в каждом ряду будет вот этот промежуток увеличиваться. Следующий угол, вот он у меня находится, вот она центральная протяжка, вот здесь у меня будет формироваться угол. А между вот этим углом и вот этим углом у меня раз,
2, 3 промежутка, то есть 3 протяжки будет провязываться, потом только будет формироваться угол. Также провязываем вот здесь промежуточные протяжки, то есть эта сторона нашего квадрата формируется. Вот первая, вторая, фиксирую ее воздушной петлей. Вот она, третья протяжка. И теперь, конечно же, мы начинаем формировать угол. То есть мы в одну точку провяжем 3 протяжки. Таким образом мы формировали сейчас второй угол. Вот он и весь секретик. Вот смотрите, здесь у меня образовалось отверстие. Я воспользуюсь вот этим хвостиком и подтяну вот здесь. И, может быть, еще затяну вот это отверстие. Вот так получается. Этот ряд мы провязываем с формированием углов. Следующий мы провязываем по рисунку. И таким образом мы будем из ряда в ряд формировать угол. Всего я провяжу 14 рядов, как говорила, а далее я покажу, как можно обвязать. Воспользуюсь моментом и скажу, что если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе новых роликов. Также оцените это видео, если все-таки хотите продолжение съемок и получить мастер-класс такой вот интересной сумочки. Когда связали нужного размера квадрат, я уже спрятала здесь вот этот хвостик и подтянула все в самом начале, что мне не нравилось и где образовались отверстия. Вот так выглядит шов. Этот квадратик я еще не отпаривала. Посмотрите, какой он получился ровный. Также хочу обратить ваше внимание, что вот здесь нет никаких отверстий. То есть он ровный, без каких-то дырочек непонятных. И очень все здесь смотрится одинаково, то есть не прерываются эти протяжки. Хочу предложить вам обвязать таким способом просто столбики без накида. У меня на канале есть также видео по обвязке узора ротанг, то есть когда вы вяжете изделие, то есть два варианта обвязки есть. Также можно применить и другие способы, но в данном случае, если, допустим, мы вяжем корзину или сумочку, я рекомендую вязать вот этим способом, просто столбики без накида. И сейчас я также буду формировать вот этот угол. То есть, если я провяжу просто столбики, он закруглится и будет, ну, не совсем угол. Я провяжу с этой стороны 2 столбика в одну точку и с этой стороны в одну точку 2 столбика. Вот здесь я закончила вязание в следующую точку. Как раз вот они, 3 вот эти протяжки, вот и между ними, вот она первый промежуток. И я сюда ввела крючок, захватила рабочую нить, у меня получилась петелька. Я опять захватываю рабочую нить и провязываю первый столбик. Сейчас ввожу в это же отверстие, провязываю второй столбик. С этой стороны я выполнила формирование угла. Теперь переходим на вот эту сторону. И сразу получается вот он центральный. После него между вот этими протяжками я сейчас провяжу 2 столбика без накида в одну точку. Вот он, я провязываю первый и провязываю второй. Далее мы будем вязать просто столбики до следующего угла. Здесь мы повторяем все то же самое. То есть здесь 2 столбика провяжем и здесь 2 столбика провяжем. Вяжем до следующего. И так мы переходим к завершению этого ряда.
Я довязала до конца. Здесь у меня остался последний вот здесь столбик в промежуток. Вытянула петельку. И теперь я захватываю вот так ниточку, протягиваю ее. Далее обрезаю, оставляю сантиметров 10. Полностью вытягиваю эту ниточку. И теперь нахожу, вот он у меня самый первый столбик. Вот здесь. И вот здесь у меня второй столбик провязан. Между ними вот такая петелька. То есть не вот в эту вводим, потому что это была подъемная петля. Ее мы не трогаем. Между первым и вторым столбиком вводим крючок. Вот так. Сюда мы захватываем хвостик, протягиваем полностью. Вот так. И теперь с обратной стороны находим ту точку, откуда вышла эта ниточка. Вот здесь она прошла, вот отсюда. Переворачиваем. И с обратной стороны вводим крючок за вот такую дужку. Это задняя стенка. И в центр петли, из которой вышла эта ниточка. Захватываем ее и протягиваем вот сюда обратно. Вот так. Теперь необходимо этот хвостик опалить и спрятать в полотно. И вот такой квадратик у меня получился. Его я еще не отпаривала, а вот этот уже отпаренный. Поэтому рекомендую сделать ВТО. Это влажно-тепловая обработка для того, чтобы выровнялись все петельки. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно делитесь своими работами. Мне очень интересно, что у вас получилось. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!